Всем привет, я Марина, и с вами Школа Сакрамел. Размытое изображение, так я видела всю свою осознанную жизнь, а теперь я вижу так. И это очень здорово, потому что я сделала себе лазерную коррекцию зрения в офтальмологической клинике доктора Шиловой. Зачастую мастера маникюра сталкиваются с такой проблемой, как ухудшение зрения. Ведь мы работаем с мелкими деталями, очень скрупулезно и кропотливо. Также и я столкнулась с проблемой, хотела ее решить как можно скорее, но сначала были одни роды, затем вторые, и теперь, когда я собрала всю волю в кулак, я решилась. Перед операцией я изучила всю информацию, возможные техники, отзывы о клинике. Решающим фактором стал отзыв моего близкого друга, который недавно в этой же клинике выполнял коррекцию зрения. Он сказал, что через 15 минут после операции вы можете видеть без очков, без линз. Конечно, я решилась, и вы можете увидеть сейчас, как я благодарила своего доктора. Я от всего сердца хочу сказать вам большое спасибо за вашу внимательность, за вашу чуткость, за то, что вы вернули мне зрение, за то, что я сегодня смогла проснуться и увидеть все собственными глазами. Ваши нежные руки помогли во всем этом. Мне было максимально комфортно во время проведения операции. Мне очень было приятно, что медсестра меня держала за руки. Я была уверена, что все пройдет хорошо. И я очень много выбирала, действительно, где мне это сделать, операцию по коррекции зрения. И я ни разу не жалею. Я очень благодарна вам. Большое спасибо. Это вам. Спасибо большое вам спасибо. Спасибо за добрые слова. Спасибо большое. Я не верю, что еще вчера я не видела без очков, без линз. И сейчас я все прекрасно вижу. Это волшебство какое-то. Да, это наше волшебство и технологии. Да, очень здорово. Спасибо большое. Спасибо. Большое спасибо. ИМНШ. Пожалуйста, это только второй день, а можно повышаться. Пойдемте, пожалуйста, со мной. Поэтому отпускаем вас на неделю, и через неделю потом капельки по схеме возвращаетесь к нам. Все, тогда. Спасибо большое. Так, через неделю надо прийти еще раз, да, на осмотр? Да. Все, хорошо, спасибо. Все? Пожалуйста. 120%. Все, 120%. Все, мои глаза видят. А мы с вами будем переходить к ролику. Кстати, его я снимала еще до коррекции, поэтому в нем я буду в очках. Но на самом деле они мне теперь больше не нужны. Будем выполнять укрепление ногтей твердыми материалами. Поехали! Посмотрим на исходное состояние ногтей. Видим, что они длинные, но при этом достаточно гибкие. Некоторые успели уже сломаться. Для таких ногтей я рекомендую выполнять укрепление твердым гелем, который не позволит им гнуться. И тогда клиент сможет отрастить свои длинные, прочные ногти. Сначала отодвину кутикулу апельсиновой палочкой. Моя модель сообщила, что маникюра не было очень длительное время, поэтому с кутикулой нужно обращаться бережно. При этом руки у модели влажные, а это говорит о том, что легче будет выполнить комбинированную технику маникюра, не чисто аппаратную. Для приподнятия кутикулы буду использовать алмазную насадку «Пламя» диаметра 0,23, так как ногтевая пластина не сильно арочная. Использую насадку с красной насечкой, она мне немного потемнела от сухожара. При такой влажной кутикуле тонкой лучше не применять синий абразив, так как можно легко поранить синусы. Уже через несколько проходов насадка вижу, что она забилась кожей, поэтому прочищаю ее о боковую сторону бафа.
Помимо этого, чтобы облегчить себе работу, нанесу тальк на кожу, чтобы ее подсушить. Втираю его в кутикулу, а затем тщательно убираю щеткой. Теперь обработка проходит в разы эффективнее. Часто новички по незнанию ранят такую кутикулу. Если переживаете, вы можете воспользоваться безопасной фрезой, которая не имеет абразива. С такой кутикулой она более бережно справится. Когда закончила обработку у левых сторон, переключаю направление вращения и прорабатываю правые. Подровняем формулу и зашлифуем ногтевую пластину пилкой с мягким абразивом 240 грит. Дело в том, что перед укреплением нам нужно тщательно приподнять чешуйки ногтевой пластины, для того, чтобы была хорошая сцепка. Указательный сильно скручивается, растет неровно, его нужно будет исправить, достраивая скрученную стенку. Важно полностью тщательно зашлифовать ногтевую пластину, чтобы не оставалось глянцевых участков. Для этого постоянно проворачивайте палец клиента так, как вам удобно, чтобы каждая зона была проработана. Если использовать пилку более жесткую по абразиву, она будет сильно перепиливать ноготь, отчего носибельность покрытия будет хуже, потому что часто у мастеров есть заблуждение: чем сильнее попилишь, тем лучше будет держаться, а происходит ровно все наоборот. Выполняю срез кутикулы кусачками, захватывая небольшие фрагменты кожи. Проворачиваю палец навстречу срезу. Выполнили маникюр, теперь обезжириваем ногтевую пластину, чтобы тщательно убрать пыль, и будем наносить подготовительные препараты. Первое средство — дегидратор, который подсушивает ногтевую пластину. Для моей модели он актуален, потому что руки и пластина влажные. Следующий препарат для лучшей сцепки — это бескислотный праймер. Кислотную мы используем только в редких случаях, если у клиента чересчур влажные руки или плохая носибельность покрытия. Отжимаю кисточку в флаконе и наношу совсем небольшое количество, не наслаивая праймер, в 3 движения на всю ногтевую пластину. В каких случаях можно не наносить бескислотный праймер? Например, если ваша база кислотная. Если используете низкокислотную базу, то перед ней всегда наносим праймер. Для укрепления ногтей будем использовать гель
для моделирования. Его можно было также заменить акригелем, но гелем работать быстрее, поскольку проще выложить архитектуру по принципу выравнивания базой. Гель лучше взять средней консистенции для того, чтобы он быстро разравнивался, образуя ровную поверхность. Гели делятся на однофазные, трехфазные. Однофазные говорят о том, что мы этот гель можно наносить как базу, как архитектуру и как топ. На них обычно так и написано one step или one phase, что значит однофазный. Иногда на упаковке не сказано о том, что этот гель однофазный, но производитель на сайте указывает, что он таковым является. Например, этот гель камуфлирующий, в отличие от предыдущих, но он также может наноситься без базы, просто на подготовленные ногти, покрытые праймером. Я в работе буду использовать полупрозрачный оттенок розовый. На ногтях он будет выглядеть даже как прозрачный, придавая здоровый цвет ногтевой пластине. Кстати, лайфхак. Я намеренно не полностью сняла фольгу, а вырезала небольшое отверстие для того, чтобы гель не растекался и резьба оставалась чистой. Как я уже сказала, однофазный гель можно сразу наносить на ногтевую пластину, покрытую праймером. Но поверьте, если вы нанесете предварительную базу, от этого хуже не станет, потому что все-таки у некоторых хуже носибельность геля, нежели чем базы. База может быть как для гель-лака, так и твердая база для геля. Как правило, если ногти прочные, то я выбираю базу твердую для геля. Если такие гибкие, как у моей модели, все изгибаются, то выбираю каучуковую базу гель-лак. Базу наношу тонким слоем, втирающими движениями. Тщательно покрывайте зону боковых сторон ногтя. Если оставить пустые места без базы, это может способствовать возникновению отслоек. Отправляю в лампу на просушку на 30 секунд. Кстати, если гель отслаивается, то это не значит, что он плохой. Иногда причиной становится база, не подходящая под ногтевую пластину клиента. Поэтому протестируйте свою базу на совместимость с гелем, с ногтями клиента. Возможно, ее сначала стоит изменить. Но на самом деле в покрытии, укреплении ногтей гелем очень много нюансов, которые могут повлиять на носибельность. Даже то, как вы раскладываете материал в зоне кутикулы. Будет бортик, будет отслойка, будет перепилен материал, также будет отслойка. Перед тем, как делать укрепление, нужно отреставрировать те ногти, которые короткие, скручивающиеся. Для этого нам помогут формы. Подставляю под ноготок, смотрю, чтобы она сошлась в точках роста, центральная ось, чтобы была по центральной оси пальца. Склеиваем. Да нарастить мне нужно совсем немного. Буду использовать натуральный гель. Вот такого очень странного оттенка. Я знаю, многие боятся его. Но поверьте, после полимеризации ноготь будет выглядеть максимально естественно. Набираю небольшое количество, выкладываю прям тонкой кистью, очерчивая будущую форму ногтя. А на указательный кладу этот же гель на ту сторону, которая скручивается, просто такую объемную плюшечку. Отправляем на просушку. Просушили гель. Теперь аккуратно отделяем форму от подложки. Раскрываем ее. В этом преимущество таких пластиковых форм. И устанавливаем на большой.
Сравниваю длину со вторым большим, выкладываю нужную длину. Снимаем форму, убираем липкий слой и опиливаем свободный край. Указательный нужно будет приподнять, потому что он заворачивается и немного клюет вниз. Сравниваю длину. Средний шире, чем безымянный, соответственно, он должен быть немножко длиннее. При опиле свободного края на указательном завожу пилку под ногтевую пластину и делаю длинные движения, чтобы приподнять клюнувший кончик. Выравниваю поверхность мягкой пилкой и придаю ногтю окончательный вид. Обезжириваю, убираю пыль и из тех ногтей, где не было геля, куда попала пыль. Приступаем к укреплению. Будем делать в технике выравнивания базы без опила. Наклоняю палец клиента немного вниз, для того, чтобы материал не затекал под кутикулу. И первым слоем промажем поверхность, чтобы по ней растекался гель. Кисточкой немного запечатываю свободный край. Набираю небольшой шарик материала, ставлю кисточку на ребро, прокручиваю и оставляю данный шарик на апексе, наивысшей точке, на стрессовой зоне. Тонкой кистью распределяем. Важно, что твердый гель не любит тонкой выкладки, такую, какую мы можем сделать, например, гель-лаком. Пузырики, которые есть в покрытии, обязательно лопаем, так как они влияют на эстетику. На носибельность нет, они не повлияют, именно на внешний вид. Перпендикулярно опускаю кисть в каждый пузырик для того, чтобы он лопнул. А если он не лопается, то его лучше вывести из материала. Пока я лопала пузырики, гель успел растечься на бока, поэтому сейчас мы переворачиваем руку клиента. Ставим ноготь под углом 45 градусов относительно стола и при помощи тонкой кисти разравниваем продольную арку. Для оценки ровности поверхности мне понадобится лампа с круглым плафоном. Смотрю на блик, если он ровный, не преломляется, тогда отправляем в лампу на просушку. На самом деле очень здорово уметь работать твердым материалом, предлагать такую услугу своему клиенту, потому что услуга в разы дороже, а себестоимость такая же, в принципе, как и у гель-лака. Но у процедуры укрепления ногтей гелем ряд преимуществ. Например, гель твердый, не дает усадку, ногти более прочные и подойдут тем клиентам, которые активно пользуются ногтями, не знаю, трут сковородки, делают какие-то домашние дела, в общем, которые не бережно к ним относятся, для них гель идеальный вариант. На указательном у меня получается толщина, но нужно ее будет выпилить изнутри, уже в конце процедуры.
Обычно при полимеризации в лампе такого объемного слоя геля, особенно прозрачного, выделяется тепло, поэтому обязательно информируйте своего клиента о том, что не стоит терпеть жжение. Когда реакция пройдет, перестанет сжечь, снова ставим лампу на досушку. Все окончательно просушили, теперь снимаю липкий слой, и мы можем увидеть, что поверхность остается глянцевая. Именно такой эффект у однофазного геля, то есть можно его не перекрывать топом, прямо оставить так. Но у нас впереди будет дизайн, а сейчас мы выпилим на указательном образовавшуюся толщину. Для этого буду использовать керамическую насадку с тонким носиком. Выставляю обороты 30 тысяч и длинными движениями справа налево убираю натуральный ноготь. А на тех ногтях, где я немного донаращивала, практически нет ступенечки, можно ее и не выпиливать. Если после выкладки вы видите какие-то неровности, например, немного потек материал, можем подпилить. Ничего страшного в этом нету. Следующее покрытие будет хорошо держаться. Возьму молочный гель-лак и покроем им ногти. Мы сразу не знали, каким будет дизайн, решили в процессе выполнения маникюра. Так можно было укреплять ногти сразу молочным гелем, чтобы не тратить время на покрытие цветом. Просушиваю в лампе. Снимаю липкий слой с цвета. Для выполнения дизайна мне понадобятся акварельные капли, которые я приобрела на AliExpress черного цвета. Опускаю тонкую кисточку в капли и начинаю хаотичными движениями рисовать наподобие мрамора. Здесь важно делать такое движение, как трясущейся рукой. То есть этот дизайн вообще точно сможет выполнить каждый. Затем окунаю в обезжириватель кисточку и начинаю в некоторых местах размывать границы. В общем, здесь уже на ваше усмотрение. Дизайн на каждом ногте получится уникальным, потому что одинаково повторить не получится. Данные капли просушиваются на воздухе, поэтому ждем несколько секунд. Для глубины добавим еще розовый оттенок гель-лака. Это можно было сделать сразу же и размывая его кистью для получения акварельного эффекта. И это еще не все. Украсим, но необычным образом. Для этого нам понадобится серебряная фольга. Сделаем из нее своего рода такие капельки, как стеклышки. Переворачиваю фольгу, наношу на нее капли топа без липкого слоя. И отправляю в таком состоянии в перевернутом на просушку. Теперь после просушки эти капли легко отделяются от фольги и будем переносить на ноготь, предварительно увлажняя его базой, чтобы капельки прилипли.
Просушиваем в лампе. Наносим топ без липкого слоя с небольшим выравниванием, чтобы перекрыть капли. Наш итог. Понравился результат? Ставьте пальчик вверх. Пишите в комментариях, укрепляете ли ногти клиентов твердыми материалами. Подписывайтесь на канал. Ну а я желаю всем успехов. Счастливо. Пока-пока. Укрепляйте ногти своим клиентам гелем. Или нет? Такая вот не крутая какая, самая, не самая. На мой взгляд, это вообще клевая процедура. Чё сказала? Подписывайтесь на канал. Пока!